Всем привет, с вами Игорь. И сегодня мы опять продолжим строить наш народный самодельный тепловой насос. Потому что на сегодняшний день это самая лучшая моя альтернатива. Вот именно зимой. Так как сейчас панели лежат под снегом, забросанные снегом, я их уже и перестал чистить, лазить на крышу, уже как бы надоело. Вот. Коллектор солнечный тоже без солнца не работает. Хотя так, когда есть солнце, он включается. Он снегом не закрытый. Вот. Ветряк у меня стоит на недоделанном усовершенствовании, так сказать. Эту зиму простаивает. Вот. Поэтому работает только тепловой насос. Так, удовлетворительно, можно сказать. Вот сегодня мы опять продолжим эту тему. Что знаю, многие тоже хотят сделать себе самодельно. И будем так вот понемногу рассматривать, какие проблемы могут быть при сборке самодельного теплового насоса. Какие там подводные камни всякие. Вот это буду стараться все освещать. Кто первый раз смотрит мои видео, смотрите, там есть у меня на канале плейлист, все про тепловой насос, там все видео, как сделать его, собрать самому, там я детально останавливаюсь на каждой детали теплового насоса, на каждой его части. Сегодня будем говорить о возврате масла в компрессор. Вот, что эта проблема может быть, а может и не быть. Вот. Меня она очень сильно беспокоила, вот, когда я собирал свою установку, и, как оказалось, зря я беспокоился, но, тем не менее, думаю, что стоит эту проблему осветить, потому что это может быть для кого-то проблема. Итак, масло, как вы уже знаете, оно хорошо смешивается с жидким фреоном. То есть оно хорошо в нем растворяется, в жидком фреоне. Это так же самое, как мы добавляем масло для двухтактных моторов, капаем, сколько надо добавляем в бензин. Вот, то же самое, и как оно растворяется, быстро так растворяется. То же самое происходит и с маслом в жидком фреоне, когда оно попадает, смешивается. То есть оно прекрасно в нем растворяется, в жидком фреоне, минеральное масло. Я рассматриваю R22, потому что на примере своей установки, я не знаю, как там с другими маслами, может с полиэфирными там будут какие-то проблемы или сложнее, там не все масла растворяются в фреонах, в других фреонах, но я за другие фреоны сейчас не буду говорить. Это уже кто думает на другом фреоне, там сам будет искать себе информацию. Я говорю про именно свою установку в основном и про вот этот вот фреон R22. А в R22 в жидкой его фазе то масло хорошо растворяется без всяких проблем. Вот. И циркуляция масла, она вроде бы должна быть нормальной. Но дело в том, что у нас не везде циркулирует жидкий фреон. Жидкий фреон у нас только внизу системы. Это нижняя часть конденсатора, нижняя часть испарителя и ТРВ. В других всех частях это парообразный фреон. И вот тут вот как раз наступают проблемы, начинаются. Так как фреон испаряется, уходит паром, а масло оно не испаряется, оно остается жидким. И оно остается там, где оно осталось. Поэтому об этом стоит поговорить. Начнем опять же с компрессора по ходу движения. Самый большой выброс масла с компрессора происходит в момент запуска компрессора. То есть оно там как бы скапливается, стекает по стенках, где оно там было. Плюс оно еще может, само масло может впитывать, конденсировать в себе фреон в картере компрессора. И при включении компрессора резкое снижение давления в самом компрессоре приводит к тому, что начинает фреон выкипать, резко так сильно бурлить, то есть масло начинает бурлить,
пузыриться, так прям кипеть очень так интенсивно. И ну, сам фреон уходит дальше, там, ну, в саму насосную часть компрессора. Но оно может и увлекать за собой мелкие части масла, мелкие капли, такой как бы масляный туман. Это называется газомасляная эмульсия, типа, ну вот так вот в книжке написано, да, газомасляная эмульсия. Вот, то есть масло, оно может напитывать фреон, и в процессе запуска компрессора в результате резкого снижения давления фреон этот выкипает и может увлекать за собой некоторое количество масла. И самое большее оно уходит именно в запуск, в момент запуска компрессора. Вот этот момент можно как раз свести к минимуму или даже исключить именно подогревом компрессора. То есть у меня вот этот подогрев осуществлен ремешком, ну не ремешок, там шнурок подогревающий, он там тянет 30 ватт буквально, ну ерунда. Вот. И он всегда включенный, когда выключенный компрессор. То есть у меня компрессор всегда теплее, картер именно намотанный у меня ремешок, там внизу картер. Я показывал в видео, там, по-моему, советы полезные. Вот, и какой-то ремешок. И я его намотал на низ компрессора, на картер. У меня картер всегда теплее за испаритель. Вот, и там, получается, не конденсируется в масле вот этот фреон. И в момент запуска компрессора у меня масло чистое от фреона, в нем нет фреона в картере. Вот. Поэтому и выброс масла будет минимальный, если он вообще, ну он будет, он всегда выбрасывается. Примерно по той же книжке выбрасывается около 3% по весу прокачиваемого фреона через компрессор. С ним же уходит около 3% тоже по весу объемному масла. Вот, около 3%. Ну, оно потом возвращается, понятное дело. Вот и вот это вот первое, да, начали мы с компрессора. Оно у нас выбросилось из компрессора, какая-то часть всегда выбрасывается. Даже если используют отделители жидкости, которые ставят сразу за компрессором, то есть они отделяют масло и возвращают его назад в масло. Но все равно в той же книжке пишется, что эти маслоотделители, они полностью не отделяют масло. Все равно какую-то незначительную часть, какой-то процент они пропускают масло, и это масло должно вернуться все равно в компрессор. Поэтому вся система должна быть так устроена конструктивно, чтобы это масло возвращалось в компрессор. Вот. Ну, выплюнулось у нас это масло из компрессора и попало в конденсатор, да, дальше идет, что у нас конденсатор. Вот, как оно себя там ведет? Ну, в конденсаторе, в начале конденсатора у нас еще газовая фаза, паровая фаза фреона, поэтому, чтобы это масло, оно не стояло там в этой трубе, там, или где-то там в каких-то петлях, низких самых частях, вот так вот, если, да, оно должно двигаться по трубам. И для этого, для горизонтальной трубы, чтобы масло двигалось по трубе, должна быть скорость паров фреона не меньше, чем 2,5 метра в секунду. Чтобы двигалось масло по вертикальной трубе, снизу вверх, по вертикальной трубе, это когда пар когда движется, то есть масло отделилось. Скорость потока должна быть не менее 5 метров в секунду. Вот это надо тоже учитывать при конструировании, потому что есть такой как бы соблазн поставить более толстые трубы и на испаритель, и на конденсатор медные, чтобы уменьшить вот эти гидравлические потери давления, чтобы как можно облегчить жизнь нашему компрессору. И вот это вот, если переборщить вот с этими диаметрами труб, да, то можно добиться того, что у нас упадет скорость потока пара настолько, что даже перестанет двигаться масло. Вот это вот тоже надо учитывать при конструировании теплового насоса и так вот какую-то найти такую оптимальную середину, да, чтобы не очень толстые были трубы, вот, чтобы не уменьшить насильно очень скорость потока паров.
И с другой стороны, чтобы не очень тонкие, потому что чем тоньше труба, тем, соответственно, быстрее скорость потока будет, масло будет двигаться без проблем, но будут гидравлические потери. Но я смотрю на своей установке, то у меня с проблемами с возвратом масла нет, потому что там тонковатые трубы. Можно было бы на размерчики больше поставить, как на испаритель, так и на конденсатор, и оно бы нормально циркулировало. То же самое будет, если, например, поставить параллельно несколько труб. Тоже скорость движения паров фреона у нас уменьшится, соответственно, может медленнее или даже вообще перестанет ползти масло. Оно двигается как? Вот там, где оно с жидкостью смешано, там нет проблем продвижения, я уже сказал, да? А когда пар, оно двигается масло по стенкам трубы, внутренним стенкам. Там такая пленка образуется по всей стенке. И вот этот пар, благодаря своей скорости, он увлекает вот эту вот пленку за собой, тянет ее, как, например, ветер, да, создает волны на поверхности воды, вот так вот, в сторону движения. То же самое происходит с маслом. Они как бы там такие маленькие волны, которые вот этот вот пар увлекает за собой, двигает туда, куда он сам движется, с большой скоростью. Вот так вот он движется. После компрессора у нас вышел эта пленка и ушла вот тоже, начинает уходить в конденсатор, да. Вот тут тоже момент один, начинаются проблемы вообще с возвратом масла, если у вас, еще момент такой, если у вас разница высот, то есть, например, конденсатор выше компрессора на 3 метра. Вот от 3 метров вертикальные вот эти вот трассы. От 3 метров разницы вертикальных, именно 3 метров, в высоту, не по горизонтали. Вот. Но я думаю, это такой вопрос, очень, вряд ли у кого-то будет такая установка, где компрессор или испаритель, или конденсатор будут по уровню, по высоте в разном на 3 метра отличаться по уровню высоты. Вот я думаю, что это вряд ли такое кто-то будет делать, но вот если у кого-то так получаться будет, что вот такая вот будет разница больше 3 метров или около 3 метров, там уже надо делать маслоподъемные петли, так называемые. Это просто такие участки, вот, например, коты. Это, например, там идет труба вертикальная, и там через каждых 3 метра надо делать вот такую вот петлю. Вот такую вот как бы вниз и вверх. Такую U-образная. В ней будет собираться масло. Вот, и потом стекать с верхнего участка и в этой петле оставаться. И также стекать с нижнего. Это если уже там 3-6 метров и так далее. Вот такие нужны маслоподъемные петли. Меньше 3 метров они не нужны. И я не думаю, что у самодельщика будет тоже вот такая вот система, что будет разница в 3 метра по вертикали. Вот, поэтому этим можно пренебречь, так сказать. Дальше, вот у нас масло попало в конденсатор. Вот, по ходу движения газообразного фреона оно опустилось опять в ТРВ. Я, кстати, даже наблюдаю, когда я запускаю свой тепловой насос в смотровом стекле, я даже вижу, как там, наверное, стекает где-то масло, остается в конденсаторе, а фреон нет. И вот эта вот масляная пробка, там буквально несколько капель масла, она вылетает первая в ТРВ, потом за ней фреон, и как они смешиваются вот в смотровом стекле, тоже это интересно наблюдать, вот как вот именно, примерно так, как мы капаем масло для бензопил, да, в бензин, вот так вот оно смешивается, перемешивается, растворяется, вот примерно тоже происходит в этом смотровом стекле. У меня, в моей установке, вот это вот я такое наблюдаю в смотровом стекле в момент запуска. Вот, дальше, прошло оно у нас ТРВ, вот это вот нижняя часть нашего теплового насоса, это без проблем масло идет, потому что оно смешанное с жидкостью, оно растворенное в жидкости, там оно нигде не застаивается, идет жидкость, идет масло, все. И опять начинаются проблемы, могут начинаться, когда у нас в испарителе фреон испаряется, выкипает, а масла нет, масло не испаряется, оно остается в жидкой своей фазе. Вот. И для него тем хуже, чем ниже у нас температура в испарителе. Вот. Потому что оно как бы более застывает, более загустевает. Но при тех температурах, что у меня, например, и в основном у других самодельщиков, это
испарение, там плюсовые температуры, это в принципе нормально. Вот. И тут опять же должна сохраняться нормальная скорость движения паров фреона. Тут опять же я хочу на этом опять остановиться, что с одной стороны, да, хорошо, конечно, уменьшить гидравлические потери, поставить несколько трубок в параллель. Хочется там 2 или даже 3, вот, чтобы как бы сократить путь фреону движения, улучшить испарение там, и так далее. Облегчить жизнь компрессору, там, чтобы не было потерь давления. Но с другой стороны, мы теряем в этих трубках скорость движения фреона. И если у нас идет по возрастающей, то есть вверх, компрессору, то это масло может не подниматься. Если это меньше, чем 2,5 метра скорость паров для горизонтальных участков и меньше, чем 5 метров в секунду движения пара для вертикальных участков. Вот, поэтому тут тоже надо, как бы, как я уже говорил, оптимальная такая серединка, чтобы была. Вот, чтобы, ну, не очень толстые трубы и одновременно не очень тонкие. Хотя, вообще, ну, скорость движения фреона, ну, если соблюсти вот эти вот все диаметры труб, ну, как в кондиционере, вот, например, видите, да, кондиционер девятка, соединяются наружный и внутренний блок такими-то диаметрами труб. Это узнать не проблема у кондиционерщика или посмотреть в этом, в интернете. Вот, то по таким диаметрам труб никаких не должно возникнуть проблем. И такая скорость поддерживается в этих трубах, ну, такого нужного рассчитанного диаметра под наш размер компрессора, там 9, 12, 18, 24, да, то там поддерживается скорость примерно 8-10 метров в секунду. Поэтому можно даже немного преувеличить диаметр трубы, можно. Примерно на один размерчик можно, ничего страшного не будет, но не больше. Или поставить 2 таких трубы в параллель. Тут тоже надо смотреть, ну, считать диаметры, все это надо подсчитывать, прикидывать. Дальше масло, как я уже сказал, да, фреон испарился, улетел в испарителе, а масло опять же продолжает медленно двигаться пленкой по внутренней стенке медной трубы, увлекаясь вот этой вот скоростью паров фреона, увлекаясь за собой и тянет его дальше в компрессор. Вот, потом оно опять попадает в компрессор, вот эта пленка, ну, оно мелкими дозами попадает, мелкими этими, поэтому оно никакого гидроудара там не будет в процессе работы. Вот это вот может быть наблюдаться только в момент пуска, вот такие вот гидроудары небольшие. Вот, поэтому, ну, там, где делают маслосъемные петли, маслоподъемные петли, вот, то они делают как можно меньше их, такие U-образные петли, чтобы в них накапливалось как можно меньше масла, чтобы при старте компрессора, ну, вот эти вот были, конечно, попадают масляные пробки, они идут где-то, могут останавливаться, вот это масло, ну, когда вы останавливаете систему, там она сама останавливается, там автоматически, то моментом, ну, где вот, например, труба может идти не везде по восходящей или везде там по нисходящей, где-то там провиснет, где-то там такая образуется вниз, вот в этом части как раз и образуется такая, ну, масляная пробочка, ну, она не должна быть значительной. Они, если маленькие такие масляные пробки, как у меня, например, они тоже наблюдаются, как я уже сказал, да, в смотровом стекле наблюдал ихнее вылетание в смотровое стекло и смешивание с фреоном, то они, в принципе, для компрессора не страшны. Это большие масляные пробки уже могут там спровоцировать вот такой вот гидроудар сильный, но это если, как я уже сказал, больше 3 метров вертикальная труба, вот, или очень широкая вот здесь, вот, или эта петля очень большая, что насобиралось там много масла. Вот, поэтому тоже на это стоит обратить внимание. А в принципе так-то, если у вас стандартная система, нет больших вот таких вот перепадов вот, по уровню, по высоте, больше 3 метров, вот, то никаких проблем в принципе с возвратом масла не должно быть. Оно должно нормально возвращаться. Благодаря, только я вот уже сказал, не надо вот переборщить вот с размером труб, да, вот
Надо найти какую-то такую золотую серединку, чтобы сохранилась и нормальная скорость паров фреона для возврата масла, для увеличения вот этой вот пленки масла. Опять я не уложился в 20 минут, затянул немного видео, вот, камера выключилась. Ну, в принципе, я все сказал, вот, договорить мысль, да, что не надо переборщить размер с трубами, вот, чтобы не очень толстые поставить, вот, а найти вот такую вот оптимальную серединку, чтобы сохранилась и скорость движения фреона, и в то же время не было гидравлических потерь, больших, значительных таких. И все будет нормально. В принципе, эта проблема масла вас не должна пугать, если у вас нет, опять же, повторюсь, вот этого вот перепада, около 3 метров и больше. Ну, начинаются вот проблемы от 3 метров, да, так в книжке говорится. Вот. И таких вот участков вертикальных, то, в принципе, никаких проблем с возвратом масла не должно быть. И все будет нормально. Это вас не должно, в принципе, пугать при сборке самостоятельной. Ну, про это надо помнить вообще-то. Вообще-то про это надо помнить, как это масло двигается, как оно работает, как оно растворяется с фреоном, как оно отделяется при испарении фреона. Вот этот процесс надо понимать, чтобы правильно, технически, конструктивно рассчитать свою систему теплового насоса. Про это не надо забывать. Вот, ну ладненько, вроде бы все я сказал, что хотел. Если что-то непонятно, задавайте в комментариях вопросы. По мере своих знаний и возможностей буду рассказывать. Вот, на самые популярные вопросы и такие проблемы буду делать видео. Все, всем пока, до следующих видео.